В небольшом городе, где все люди знали друг друга, произошел ужасный случай. Девушка по имени Виктория прогуливалась по улице, наслаждаясь тихим и спокойным вечером. Солнце уже начало садиться за горизонт, оставляя после себя красивые оранжевые оттенки на небе. Виктория любила такие моменты, когда можно было насладиться природой и уединением. Из-за угла улицы раздалось скуление щенка и громкое хихиканье подростков. Вздрогнув, Виктория почувствовала, что что-то не так. Она решила подойти ближе, чтобы узнать, что происходит. Шаг за шагом она приближалась к месту источника звуков, чувствуя, как сердце начинает биться сильнее. И тут, когда она наконец добралась до места, то Виктория, что увидела, заставила ее закричать от ужаса. Подростки, смеющиеся и насмехаясь, пинали беззащитного щенка, словно он был футбольным мячом. Виктория ощутила гнев и отвращение к этим бездушным существам. Они не имели никаких сомнений в своем поступке, а их лица были украшены безжалостной радостью. Не давая себе даже мгновения раздумий, Виктория рванулась вперед, прогоняя подростков и крича на них слова осуждения. Они, испугавшись неожиданного ответа, бросили щенка и разбежались в разные стороны. Девушка подскочила к беззащитному маленькому существу, которое лежало в крови, не подавая признаков жизни. Виктория была сильно встревожена и испытывала глубокую боль от того, что произошло. Ее охватило чувство бессилия перед такой жестокостью и несправедливостью. Она сразу же поняла, что нужно срочно действовать. Девушка незамедлительно подняла щенка и отправилась в ближайшую ветеринарную клинику. Навстречу ей шла мрачная осенняя ночь. Улицы были пустынными, а ветер шелестел опавшими листьями. Виктория не обращала внимания на окружающую атмосферу. Ее мысли были заняты только одним — спасти маленькую жизнь, которая была на грани смерти. Когда Виктория вошла в ветеринарную клинику, она сразу же обратила внимание врачей и медсестер, которые встретили ее с симпатией и пониманием. Они незамедлительно принялись за спасение щенка, поставив его на операционный стол. Опытные врачи боролись за жизнь маленького питомца, делая все возможное, чтобы вернуть его к жизни. Время, казалось, останавливалось, когда Виктория ожидала результата. Она молилась в своем сердце, надеясь услышать хоть какой-то признак жизни от этого маленького безнадежно раненого существа. И вот, спустя несколько часов ожидания, врачи сообщили Виктории, что щенок все еще находится в тяжелом состоянии, но его сердце все еще бьется. Эти слова приносили надежду в сердце девушки. Она знала, что путь восстановления будет долгим и сложным, но она была готова сражаться рядом с щенком до конца. Подростки, которые совершили этот жестокий поступок, не оставались безнаказанными. Новость о произошедшем случае быстро распространилась по городу, и люди были возмущены таким поведением. Полиция начала расследование и начала активно искать подростков, ответственных за совершенное насилие. Виктория и щенок стали символом силы и сострадания в этом небольшом городе. Люди объединились, чтобы поддержать девушку и показать, что жестокость не может остаться безнаказанной. Организовались сборы средств на лечение щенка, а также акции против жестокости по отношению к животным. Медленно, но верно состояние щенка начало улучшаться. Он начал проявлять признаки жизни и показывал, что сила духа может преодолеть самые тяжелые испытания. Виктория не сдавалась и продолжала ухаживать за ним, давая ему всю свою любовь и заботу. Подростков нашли и наказали за это жестокое деяние в соответствии с законом. Их жестокость и безразличие вызвали осуждение общества, а также изменили их собственное представление о справедливости и сострадании. Виктория, щенок и весь город прошли через невероятную историю, которая объединила их вместе и показала, что даже в маленьком городе могут произойти ужасные события. Однако благодаря силе духа и поддержке других, можно преодолеть самые темные моменты и сделать мир немного лучше. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.